Итак, в предыдущей части мы с вами покатались на лыжах, объелись всяких вкусностей, немного пообщались с жителями Кыргызстана. Все подробности по ссылке в подсказке. В новом же ролике мы отправляемся в горы. Не зря же эта республика считается страной небесных вершин. Так что погнали! Это капец как круто! Отправляемся на Иссык-Куль, один из главных символов Кыргызстана. Это север страны, из Бишкека добираться на машине часов 6-7. К нам, кстати, по пути на хвост тогда присел вот такой пассажир через открытое окно. Передохнул на торпеде минут 5-10 и полетел дальше по делам. Милота. По дороге на Иссык-Куль очень рекомендую посетить парочку необычных и не раскрученных мест. Например, башня Бурана, аж X века постройки, что делает ее самым древним сооружением во всей Центральной Азии. Башня сама по себе симпатичная, да еще из нее открываются шикарные виды. Наверх еще попробуй. Доберись. Ой, такие ступеньки, конечно. Здравствуй, клаустрофобия называется. Я тут. Опа. Колорит? Место на борту. Ущелье Аларча. Снежные склоны, горные реки, чистейший воздух, который буквально опьяняет с первых минут. Местная фауна. Всего этого в изобилии. Полный релакс и единение с природой. Долгая дорога до Иссык-Куля изрядно взбудоражила аппетит, и мы сразу же отправились к озеру, чтобы полакомиться местной свежайшей рыбой. Ловят ее здесь, конечно, условно-легально, ведь вокруг охраняемая природная зона, штрафы, регулярные рейды полиции, но тем не менее ушлые дельцы как-то умудряются играть с правоохранителями в кошки-мышки. Оцените весь кайф ситуации. Прекрасное озеро Иссык-Куль. Костер. Вдали горы. Тут пробегал табун лошадей. И мы ждем, пока нам местные браконьеры поймают рыбу. Мы ее у них купим. Кайфы. Айбек пошуршал, узнал у местных, что где-то через час будет лодка, и вот мы наконец ее дождались. К берегу прибывает проржавевшая посудина, наполненная иссык-кульским сигом. Это лососевая рыба. Прицениваемся, торгуемся, берем 4 штуки весом кило 200 за 500 сом. Это 500 же рублей. Сделку проводим в полутемном гараже, что, как говорится, без палева. Кстати, что я вам тут вещаю про цены, про какие-то сомы и даже толком не рассказал про киргизскую валюту. Минутка справочной информации. Сомы – это, оказывается, не только рыба, но и денежная единица Кыргызстана. Кстати, эта страна одной из первых постсоветских республик утвердила собственную национальную валюту. Вот так выглядят банкноты. Очень яркие, колоритные, симпатичные бумажули с изображением различных политиков, религиозных деятелей и даже поэтов. В ходу банкноты 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000. А монетами есть 1 сом, 3 сома, 5 и 10. Между прочим, на первых порах в 90-е, когда наш рублик совсем себя плохо чувствовал, 1 сом стоил почти 260 рублей. Сейчас соотношение максимально простое – 1 к 1. Так, ликбез провел, душа спокойна, возвращаемся на Иссык-Куль. Приятные потрескивания костра, мощь Иссык-Куля, атмосфера космическая. А уж какая внеземная рыба получилась. Манипуляций с ней, кстати, было минимум. Убрали чешую, распотрошили, немного специй, соли и на решетку. Ароматы...
Повару покажи. Очень вкусно было. Ну, вкусное же. Человек за кадром. Ну вот. Вечерело, и надо было уже подумать о ночлеге. К счастью, нас согласился принять у себя Алтай, хороший знакомый Айбека. Блин, какие же поэтичные имена у местных жителей, между прочим. Так вот, у Алтая полноценный загородный дом со своим домашним хозяйством. С одной стороны бескрайние поля, с другой могучие горы. Не виды, а просто песня. А это охранник, точнее даже полноправный хозяин, Алабай по кличке Кашчанай. Огромный добряк, который, правда, любит продемонстрировать свой характер. Какие же вы охотничьи, какие-то милота. Скромный и застенчивый Алтай постеснялся что-либо рассказывать на камеру, однако с удовольствием показал свое житье-бытье. Обустроено все, честно говоря, очень достойно. Еще раз, коров сколько получается, если 50 всего, да, у тебя по голове? А коров сколько? Коров 25. Коров сколько стоит? Самый хороший, большие возятся, 200 штук. Сом. Да. Да вы просто посмотрите, у него даже своя импровизированная качалочка. Вот что значит человек рукастый, да еще и с умом подходит к бытовым вопросам. А сейчас рубрика «Кыргызская качалочка». Разминаемся. Вот у нас здесь 70 килограмм веса. Прямо в хлеву находится тренажерный зал. Ну что, действительно, было бы желание. Утренняя охота. Охотник из меня, скажу честно, такой себе, точнее вообще никакой, поэтому я просто шел рядом с Алтаем, слушал его интересные байки и наслаждался атмосферой, а она тут... Вы только посмотрите, какой колорит, а. И мы слушаем, где находится дичь. Да уж. Вот это от лисы следы? После не самой удачной охоты перепелки и фазанчики нам так и не попались. Меня ожидал другой аттракцион – катание на лошади. Я могу очень долго описывать, насколько это было нелепо в моем исполнении, но лучше просто зацените сами. Не бойся, я с тобой. Ощущение, что за ощущение? Ощущение, что я ни хрена не контролирую ситуацию. Вот он меня везет, а не я им управляю. Вот. Кочевник, в общем, из меня никакой, но зато впечатлений полные штаны. Ах, нанервничался я на этих скачках, срочно требовался релакс. И он неожиданно подоспел. Совсем рядом с озером Иссык-Куль есть горячие источники. Думаю, не надо объяснять, насколько это кайфово, да и вообще-то полезно. А уж если считать, что подобное спа в горном антураже тут стоит копейки, то лучшего места для отдыха действительно не придумаешь. Когда на улице промозгло, и даже минус, ты вдруг из снега оказываешься в теплой водичке. Мало того, что целебное, да еще такой приятный. Фу. Да, кыргызы знают толк в спа-процедурах. А закончился этот запоминающийся день умопомрачительным ламповым семейным ужином, на котором за тарелкой вкуснейшего плова и чашкой ароматного горного чая я пообщался с очень интересными местными жителями. Например, 65-летний Балатбек Балыкович Таналиев, между прочим, член Союза журналистов СССР в свое время. Сколько, получается, лет вы уже в журналистике?
Почти 40. 40 лет. Ничего себе. Ну, так получилось, что я работал в журналистике, потом был собственным корреспондентом Кыргызской национальной телерадиокомпании по Иссыкульской области. Я вел на 2 языках. Вот. И вот, получается, после того, как я уже покинул пост собственного корреспондента, это я не по своей воле покинул, а покинул ее по просьбе жителей нашего села. Меня избрали главой. Сначала был здесь главой, потом в одно и то же время я был координатором комитета по правам человека по Иссыкульской области. Потом собрались все представители этой отрасли, и меня избрали председателем Кыргызского комитета по правам человека при Международной Хельсинской федерации по правам человека, где я возглавлял ее, после чего меня попросили поработать на государственной службе. И я возглавлял Иссыкульский государственный заповедник. Сколько всего? Да. 2010 года я перешел на работу в Федерацию национальных видов конного спорта, был генеральным секретарем, потом вице-президентом, потом президентом Федерации был. Самое главное хочется спросить. Вот многие же вообще не имеют никакого представления о Кыргызстане. Вот если описать в нескольких словах Кыргызстан, Очень... какая это страна, какие вот люди я здесь? поражаюсь тому, что вот я тоже посещал многие города России, Беларуси, Украины. Очень малограмотные люди там. Например, кыргызы знают все столицы всех республик, 15 социалистических стран, столицы знают. А там приедешь, спросишь, где Кыргызстан, начинают спрашивать, где это, в Китае, что ли? И удивлялся, я говорю, чему их географию учат? Тогда, после Великой Отечественной войны, здесь проживало около 100 национальностей. 100 разных национальностей. То есть были те люди, которые, вот Сталин, например, депортировал из Кавказа, они здесь жили. Чеченцы, дагестанцы, кумыки, разные национальности, табасаранцы здесь жили. Армяне были, азербайджанцы. В общем, Кавказ и грузины здесь были. Кавказ полностью здесь был у нас. Кроме этого, немцы, украинцы, белорусы, латыши, литовцы здесь жили в Ананево. А сейчас? Сейчас осталось где-то около 40 национальностей. Осталось. Вот у нас очень... До распада Советского Союза здесь проживало около 90% русскоязычных. А кыргызы жили вот по окраинам, здесь около предгорья жили. Потом, когда распался Союз, очень плохо пришлось Кыргызстану, потому что практически Кравчук, Шушкин, Ельцин выбросили нас за борт. Хотя там везде в России говорят, вы же получили суверенитет сами. Мы его не хотели. Кыргызы его не хотели, потому что в 90-м году был референдум остаться в составе Союза. 99% Кыргызстана проголосовало за. А почему-то вот эти трое подписали, и Союз великий наш распался. К сожалению. До сих пор все живут тем, что вот, многие кыргызстанцы, например, жаждут, чтобы снова быть вместе. Потому что все вузы экономические, культурные, спортивные и другие, они же оборвались.